Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео мы рассмотрим с вами 5 пластин для стемпинга от компании Aprotega. А, Данные пластины представлены на платформе AliExpress. Каждая пластина размером 6 на 12 сантиметров. Тут приходят они в транспортировочной синей пленке, которую перед применением нужно обязательно снять. Сразу скажу, что гравировка на всех пластинах отличная. В работе ни с одним рисунком при отпечатывании у меня не возникло абсолютно никаких проблем. Тут обзор больше направлен именно на варианты дизайнов. Первая пластина по большей мере меня заинтересовала именно за счет русского алфавита. Буквы представлены большие, и они, знаете, они такие как будто пиксельные. Также, конечно, тут очень много вот всеразличных, ну, я не знаю, мультяшных, не мультяшных, просто вот каких-то персонажей. И вот в левой части тут различные игровые автоматы. Первый дизайн совсем не замысловатый, буду использовать буквы. Тут они представлены, конечно, такие крупноватые. На коротких ноготках вы сможете разместить на каждом ноготке по одной букве всего лишь. Ну, на длинных уже там можно и две разместить. А, Вот такой вот дизайн простой, ничего сложного, тем не менее, ну, как бы лаконичный, да, но при этом еще и кричащий. При желании, конечно, буквы можно и уменьшить, но вот я показываю именно в оригинальном размере. На данной пластине представлены такие элементы, которые очень напомнили мне сериал «Игру в кальмара». Вот, и, ну вот что еще можешь сделать, да, вот именно э, такой вот дизайн я и сделала, вот в такой вот цветовой гамме, которая представлена в фильме. Рисунки я отпечатывала черным лаком для стемпинга, а серединку заполняла белым. Ну и вот так вот, собственно, это выглядит. Для следующего дизайна я взяла все мелкие элементы с правой части пластины и раскрасила их в технике реверсивный стемпинг. Наляпала вот просто, знаете, интуитивно вот так вот где-нигде, и в итоге получился такой вот яркий, сочный дизайн. При этом взгляд цепляется за каждый элемент, хочется рассмотреть, а что это, а что то. Ну, на мой взгляд, довольно симпатично получилось. Очень много рисунков на этой пластине представлены именно такие, которые подходят для реверсивного стемпинга. Но на самом деле их ведь можно и просто так отпечатать. Вообще вот эта пластина, чем меня заинтересовала, на ней представлены вот эти вот рисунки, которые, ну вот лично я не встречала где-то на других пластинах. У меня большой арсенал пластин, но вот именно таких рисунков не было. Поэтому, конечно же, мне очень захотелось иметь такую пластину в коллекции, ну, мало ли, пригодится. Следующая пластина– визуал, и на ней представлена абстракция. И мне понравилось то, что абстракция тут представлена, знаете, не в какой-то рамке прямоугольника, а вот именно таким образом, чтобы ее можно было разместить на ноготках под определенным углом, то есть повернуть, ну вот так, как именно вам нужно. Вот сейчас на типсах это будет хорошо видно. Я просто отпечатала стемпинг рисунок, при этом оставив на типсе часть незаполненного пространства. При этом рисунок выглядит гармонично, и допечатывать что-то, да, тут особо нет необходимости. В черно-белом варианте такой дизайн смотрится эффектно, но и не менее эффектно он смотрится и в раскрашенном виде. Тут я этот же дизайн, просто отпечатанный стемпинг рисунок, который был отпечатан белым лаком для стемпинга, немного добавила цвета при помощи акварельных гель-лаков. Для следующего дизайна я взяла два рисунка с пластины. Первый рисунок мне очень напомнил конфетти, второй это, знаете, такой кругляшок, выполненный в абстрактной такой манере. Ну и вот такой вот дизайн у меня в итоге получился. Конечно же, вы можете тут использовать цвета, которые вам больше нравятся, или те, которые вам нужны. Моя задача показать вам, как будет смотреться тот или иной рисунок, ну вот на типсах. При этом хочу отметить, что все композиции, которые представлены на этой пластине, отлично подойдут и на короткие ноготки, и на длинные ноготки. То есть вот какой бы вы рисунок ни взяли с пластины, он будет хорошо смотреться и на коротких, и на длинных ноготках. Текстуры, абстракция актуальны в любое время года. Этот дизайн я делала в своих шортс-видео, ну, то есть вот еще как вариант, да, то есть создания дизайна именно с этой пластины.
Следующая пластина тематическая, конечно же, она на любителя. На этой пластине представлена тема ралли, гонки, скорость, машины. Ну и, конечно же, меня тут заинтересовали вот девчонки с флажками, да, с такими флажки с шашечкой. Если вам интересна такая тематика, то пластина вполне самодостаточная. Какие-то элементы тут можно использовать в качестве фона, а какие-то элементы можно использовать в качестве основного рисунка. Обратите внимание, какая классная девчонка получается на фоне автомобиля. Раскрашивала ее в технике реверсивный стемпинг, добавила также вот светофорчиков. Напомню, что вот в качестве фона вы можете абсолютно любые цвета использовать. Я просто стараюсь фон делать какой-то нейтральный, исключительно для того, чтобы вы именно обращали внимание на сами рисунки, которые представлены на пластинах. Главными персонажами, конечно же, для себя я выбрала вот этих двух девчонок, а все остальное это, знаете, как вот какое-то дополнение, которое вертится вокруг как раз-таки вот этих вот двух очаровашек. Так как на пластине представлено по большей части вот каких-то таких шашечных элементов, раскрасить мне хотелось вот именно почему-то только девчонок. Вот все остальное на самом деле можно вот просто отпечатывать и компоновать друг с другом. На следующей пластине представлены различные цепочки, различные переплетения, замочки. По большому счету тут очень много композиций, которые можно использовать в качестве фона. Но также есть элементы, которые ну вот, дополнят, да, вот эту вот всякую цепочечную вот эту тему. Ну и ну, такие небольшие элементы, которые можно раскрасить. Тут вот я в качестве фона отпечатала золотистым, серебристым лаком для стемпинга цепочки и уже на передний план вывела там вот бабочку, сердечки, раскрасила их также в технике реверсивный стемпинг при помощи шиммерных гель-красок. Вот в итоге вот такой вариант получился. Для следующего дизайна я взяла цепочку такую, знаете, в виде биения сердца, также вот единственную надпись и сердечки. Вот такой вот дизайн получился, минималистичный, лаконичный, ничего сложного, при этом, ну, на мой взгляд, выглядит довольно интересно. Справа в нижней части пластины представлены также ровные прямые, все различные варианты цепочек. Ну вот их я решила использовать просто вот каждую взяла и на ноготок отпечатала. Такой вот вариант получился. Ничего особо замороченного в обзорах на пластины для стемпинга стараюсь не делать, исключительно для того, чтобы вы просто видели, да, вот как будет смотреться тот или иной рисунок на какой-то определенной длине. В шортс-видео я вот при помощи этой пластины делала аквариумный стемпинг дизайн, вот тоже, на мой взгляд, довольно интересно получилось. Тут главное, чтобы вы сами для себя решили, нужна вам вообще эта пластина или нет. Следующая пластина, конечно же, мне нужна была в коллекции, так как тут представлены именно улыбки для создания такого дизайна, как френч. При этом тут представлены улыбки, знаете, такие, ну, более острые и улыбки на, скажем так, короткий квадрат. Очень удобно то, что тут с улыбками идет также разметка, на которую мы ориентируемся при отпечатывании. То есть эта разметка помогает нам как-то отцентровать улыбку и по высоте улыбки тоже сориентироваться. И на миндаль, и на квадрат улыбки подходят, причем размерный ряд хороший, потому что каждой улыбки представлено 7 размеров. Получается, что и на широкие ноготки, и на узкие ноготки можно подобрать подходящую улыбку. Также на этой пластине представлены овалы разных размеров. Они мне очень напомнили лепестки. При помощи обычного лака белого цвета, не пигментированного, и просто несколько раз вот так вот отпечатала эти овалы с наложением друг на друга. И, ну, на мой взгляд, интересный результат получился. Ну что ж, если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик или смайлик в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!